Добрый день, друзья! Рецепты простых пирогов должны быть в записной книжечке каждой хозяйки. И сегодня мы приготовим один из них. Пирог получается очень нежный, простой в приготовлении и из самых доступных продуктов. А начинка покоряет своим вкусом абсолютно всех. А моим помощником сегодня будет ручной миксер Game Lux. Немного похвастаюсь. Корпус выполнен из нержавеющей стали, его очень удобно держать в руке, так как ручка прорезинена. Мощность миксера 350 Вт, но главное качество, на которое я обратила внимание при выборе ручного миксера, это, конечно же, вот такой ЖК-дисплей. При работе с миксером на нем отображается время работы миксера, а также выбранная вами скорость. Миксер имеет 16 скоростей, что очень удобно при взбивании или замешивании определенных продуктов. Ну что же, а сегодня мы с его помощью приготовим пирог. Начнем? Итак, для приготовления пирога 3 яйца разделяем на желтки и белки. В 200 грамм просеянной муки всыпаем 1 чайную ложку разрыхлителя, без горки, и перемешиваем. Для теста берем 125 грамм сливочного масла комнатной температуры. К нему добавляем щепотку соли, всыпаем 50 грамм сахара, 1 грамм ванилина, его кладите по желанию, и миксером соединяем все до однородности. Когда все хорошо соединилось, зачищаем стенки миски и начинаем добавлять по одному желтку, каждый раз хорошо соединяя их с маслом. Теперь от общего указанного количества муки отсыпаем 3 столовые ложки. Она нам пригодится чуть позже. А остальную муку вместе с разрыхлителем всыпаем в сливочную массу и при помощи силиконовой лопатки или ложки замешиваем тесто. Ту часть муки, которую мы оставляли, высыпаем на стол. Выкладываем тесто и вымешиваем его руками до гладкого однородного состояния. Муки больше не подсыпаем, тесто должно остаться мягким и податливым. Оно быстро собирается в единый комок, не прилипает ни к столу, ни к рукам и по структуре напоминает пластилин. Из теста формируем брусочек, разрезаем его пополам. Один кусочек теста делим еще на 2 части, одну заворачиваем в пакет и кладем в холодильник, а вторую оставляем на столе и накрываем пакетом, чтобы не заветривалось. Далее берем пергаментную бумагу. На нее ставим форму и разрезаем бумагу с 4 сторон под углом 45 градусов до дна формы. Форму пока убираем, на бумагу присыпаем немного муки и раскатываем тесто в пласт толщиной 2 мм. Размер теста должен соответствовать размеру дна формы. Размер моей формы 18,5 на 27,5 см. Также этот пирог можно испечь и в круглой форме, тогда диаметр ее берите 24 см. Примеряем форму и, если есть лишнее тесто, обрезаем его. Так как моя форма без дна, я ее ставлю на противень и перекладываю в нее тесто с помощью бумаги. Аккуратно поправляю уголки. За счет того, что мы разрезали бумагу, она складывается в прямоугольник очень легко. Моей семье этот пирог очень понравился, и я его уже делала повторно. И второй раз я не раскатывала тесто на дно формы, а распределяла его по дну таким образом, как сейчас буду делать бортики.
Вы посмотрите и решите для себя, как вам удобнее и проще. Вот так все четко и аккуратно у нас получается. Теперь из того теста, которое откладывали в сторону и оно лежало на столе, делаем бортики. Отщипываем по маленькому кусочку и приклеиваем их друг с другом. Бортики должны быть высотой 3 см. Тесто очень нежное, поэтому старайтесь его не порвать. Ну а теперь приготовим заливку. В миску вливаем 3 белка, добавляем щепотку соли и взбиваем их миксером до появления легкой пенки. Затем частями всыпаем сахар, каждый раз хорошо его соединяя с белковой массой. Когда добавили весь сахар, взбиваем еще минуты 1,5-2 до полного растворения сахара. Посмотрите, какая получилась воздушная масса. Теперь всыпаем крахмал, у меня кукурузный, и по желанию добавляем ванилин. При помощи миксера соединяем сухие ингредиенты со взбитыми белками. Теперь порциями добавляем сметану жирностью 15-20%. Это большого значения не имеет. У меня сегодня 15%. Аккуратными, но уверенными движениями снизу вверх вмешиваем ее в белковую массу. В итоге получается вот такая очень легкая и воздушная начинка. Берем подготовленную форму и часто накалываем тесто, чтобы во время выпечки оно не вздувалось. Выливаем заливку на тесто и лопаткой разравниваем поверхность. Достаем тесто из холодильника и натираем его на крупной терке. Делайте это быстро, чтобы тесто не начало таять от теплоты ваших рук. И теперь с помощью вилки распределяем тертое тесто по всей поверхности будущего пирога. Отправляем пирог выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Открываем духовку и проверяем готовность пирога. Нажимаем пальчиком на центр. Он должен быть мягким, но при этом держать форму. Духовку выключаем и даем остыть пирогу при слегка открытой дверце. Когда духовка полностью остыла, но пирог при этом остался еще теплым, достаем его из духовки, снимаем форму, перекладываем его на решетку и даем остыть уже полностью. После чего кладем его на тарелку или доску и нарезаем на порционные кусочки. Я края у пирога обрезала, чтобы он красивее смотрелся на фото, но вы можете этого не делать. А обрезанные кусочки удачно и с большим удовольствием съели с детьми за кадром. Пирог получается очень нежный, воздушный и по вкусу напоминает пломбир. В начинку по желанию можно добавить кокосовую стружку, шоколадные капельки, изюм, цукаты. Пробуйте приготовить сами. Если понравился рецепт, поддержите меня пальчиком вверх. А я желаю вам вкусного и удачного дня. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».